Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду переделывать мотоцикл для кукол. Я очень давно хотела купить миниатюрный мотоцикл, но реалистичные модели 1 к 6 стоят слишком дорого. И теперь на Новый год в моих руках оказался вот такой подарок. Что ж, давайте посмотрим на него поближе. На первый взгляд, хотя он довольно игрушечный, но выглядит неплохо. Тем более стоит он очень даже недорого. На просторах Wildberries можно найти в пределах 2000 рублей. И это несмотря на то, что в комплекте идет также кукла, не особо качественная, но в какой-никакой одежде и даже со шлемом. Также есть в красном цвете и даже дешевле почему-то. Как и ожидалось, кукла довольно сомнительного качества. Из одежды разве что леггинсы ничего и кроссовки. А вот шлем очень даже хорош. Сам мотоцикл крупный, не слишком легкий и устойчивый. Есть пластиковое стекло и приборная панель. Колеса крутятся, но руль, к сожалению, не поворачивается. Хоть части мотоцикла и литые, но читается много деталей. С одной стороны видно дырки для креплений, но при желании их можно замаскировать в фотошопе. На удивление, мне нравится. Вживую смотрится добротно, и за такие-то деньги игрушка вообще находка. Итак, я хочу раскрасить мелкие детали, визуально отделив их друг от друга, чтобы мотоцикл был менее плоским и игрушечным. И для начала мне нужно его разобрать. Если вы боитесь разбирать, то можно попробовать раскрасить и целый. А я выкручиваю все видимые болтики крестовой отверткой. Главное тут ничего не потерять. Передняя деталь держится на пластиковых болтах. Что ж, придется их выломать. Если нужно будет, при сборке посажу на клей. Вынимаю лобовое и аккуратно раскрываю корпус. Если все было выкручено, то проблем не возникнет. Оси переднего колеса тоже закреплены болтом. Еще болтики есть на нижнем переднем углу и по верхнему краю. Также выхлопные трубы крепятся 3 болтами. При желании можно даже разобрать их самих. Красить мотоцикл я буду обыкновенными художественными акриловыми красками, без грунтовки. А также у меня есть вот такая эмаль из строительного для хромированных деталей. Для удобства несколько раз пшикаю ее в одноразовый стаканчик и наношу обычной кисточкой. Так как эта краска очень быстро сохнет, начну с нее.
В устройстве мотоциклов я ничего не понимаю, так что буду красить детали по наитию. Также для украшения буду использовать слайдеры для маникюра. Отрезаю слайдер и кладу его на влажную салфетку. Поверхность можно сделать липкой, например, с помощью праймера или обычного клея. Для переноса возьму маникюрный штамп. С ним получится ровнее и рисунок не порвется. Очищаю его скотчем. Переношу слайдер на штамп, аккуратно снимаю бумажную основу и переношу рисунок на выбранную поверхность. И в конце защищаю рисунок акриловым матовым лаком. Теперь перехожу к внешнему корпусу. Мне кажется, здесь не хватает габаритных огней и поворотников, но тут даже есть место для них. Промазываю эти ромбики своим любимым универсальным эпоксидным клеем. Про него есть отдельное видео. Затем накладываю кусочек красной оберточной бумаги. Немного прижимаю и разравниваю. И аккуратно обрезаю лишнее по форме. Убираю лишний клей. А для поворотников наклеиваю маленькие прямоугольники от шоколадной обертки. Фары буду делать в самом конце, а пока что прокрашу для них подложку. Лишнюю краску легко снять ножом. Подкрашу еще шестеренку сверху. Также буду использовать вот такие клейкие зеркальные полоски для маникюра. Надписи на корпусе мне как-то не нравятся. Уберу их. Можно использовать жидкость для снятия лака или соскоблить наждачкой. Ни в коем случае не трите надпись, иначе получится грязь, которую будет сложнее убрать. Нужно приложить смоченный в средстве ватный диск и немного подождать. Хоть на моей жидкости написано без ацетона, она все равно немного растворила пластик. Зашлифую его бафиком. Я хочу закрасить вот этот рельефный элемент. По периметру обклеиваю его малярным скотчем. И смело можно красить. Для придания бархатистой фактуры возьму спонжик для макияжа и наштамповываю краску. После этого также покрою элемент матовым лаком. А ровный переход сделаю с помощью клейких полосок. Также добавляю полоски потоньше. Теперь можно собирать мотоцикл в обратном порядке. Еще мне не нравится седло. Какое-то оно плоское и невнятное. Сделаю свое накладное. Наклеиваю полоску малярного скотча, чтобы снять мерки. Обрисовываю контур.
и переклеиваю скотч на картон. Вырезаю деталь. Обклеиваю картонные заготовки, например, кожзамом. Под седлом я решила покрасить подложку черного цвета и сверху добавить полупрозрачный серебристый слой. Приклеиваю детали универсальным клеем. Ну вот, другое дело. И в конце делаю фары. Беру несколько разных прозрачных бусин. Вклеиваю их в ложбинку фар. Затем обильно промазываю все клеем. И накладываю полоску целлофана. Подрезая целлофан в местах скругления и на углах, аккуратно вкладываю его на манер защитного стекла. И, конечно, не забываю про шлем. Его я украсила теми зеркальными полосками и слайдерами. И вот такой мотоцикл у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.